Всем привет! В процессе эксплуатации автомобиля любой двигатель становится грязным внутри. И если снаружи его можно помыть, если вы не смотрели мое видео, я оставлю ссылочку в описании, как безопасно для электроники отмыть свой движок, то внутри он все равно остается грязный. Такие важные элементы, как дроссельная заслонка, топливные форсунки, инжектор, камера сгорания и впускные клапана, они покрываются нагаром, и никуда от этого не деться. Таков уж принцип работы двигателя внутреннего сгорания. И, конечно, все эти элементы можно снять с двигателя и промыть в отдельности. Очистителем карбюратора он, как правило, берет всю эту грязь и хорошо отмывает. Я оставлю ссылочку в описании. Недавно я как раз снимал о том, как прочистить своими силами топливные форсунки и дроссельную заслонку. Посмотрите, кому будет интересно. Но такая процедура очень трудозатратна и затратна по времени, и, соответственно, и по деньгам. Очень хотелось бы, чтобы было такое средство, которым можно было бы за раз очистить и узел дросселя, и топливные форсунки, и инжектор, и маслосъемные кольца, и впускные клапана, и маслосъемные колпачки, и еще oxygen sensor, кислородный датчик. И главное, чтобы было безопасно для двигателя. Кто-то скажет, ну размечтался, такое средство, скорее всего, выдумка или какая-нибудь сказка. А что если вам скажу, что такое средство есть, и в Америке им пользуются достаточно давно, где-то с 80-х годов, и одни положительные отзывы. Конечно, нам достаточно сложно его купить, потому что это легко воспламеняющееся вещество, и его тяжело перевести за границы, именно на самолеты не берут. Я пытался купить такое на eBay, и как бы сама покупка у меня прошла, но ее завернули на таможне и отправили в освоясь, и денежки мне вернули, ну там с небольшой разницей курса доллара. Но недавно я нашел, что все-таки можно купить такое средство, и оно находится в Санкт-Петербурге. Какой-то предприниматель завез и продает. И, кстати, сейчас продают со скидкой. Я оставлю ссылочку в описании на этот магазин. Поспешите, чтобы купить вместе со скидкой. А сейчас я вам покажу, как именно мы будем чистить весь процесс и, можно сказать, результат. А результат мы увидим сразу, потому что именно это средство показывает о том, что вся грязь, которая в двигателе есть, она вся прогорает и потом выходит через выхлопную систему. Но делается упор на то, что сам датчик кислородный и все внутренности выхлопной системы при этом не страдают. По инструкции, чем больше будет дыма из выхлопной системы, тем больше, значит, было внутри всякого нехорошего, и это все теперь выходит. Ну что ж, приступим. Небольшое отступление. На днях канал набрал 10 тысяч подписчиков. Это хоть и небольшое достижение, но я хотел бы поделиться им с вами. Всем и каждому в отдельности спасибо за ваши лайки, репосты, комментарии и подписку. После заказа на сайте я, кстати, сразу оплатил, и мне никто не отзванивался. Единственное, только приходили сообщения, что уже отправлено на мой адрес. И вот это средство. Sea Foam. В переводе как морская пена. Морская пена, которая очистит полностью инжектора, карбюраторы, стабилизирует топливную систему, контролирует и удаляет всю влагу из топлива. Еще куча всего. Представляете? Одно это средство можно применять как на легковые автомобили, так на грузовики, на лодки. Кстати, лодка у меня есть, мотор Yamaha у меня 15-сильный, но его тоже на речку выедем, там я проведу эту обработку, сниму отдельное видео. Мотоциклы, спецтехника, спортивная техника и, конечно же, садовый инвентарь. Отлично. На 2- и 4-тактные двигатели. Существует она двух видов. Вот первый в таком флаконе, в жидком виде, добавляется именно в топливный бак. Кстати, добавляется от 30 до 60 литров один флакон. Ну, сейчас у меня где-то около 35 литров, и я добавлю ее. Написано, что зависит концентрация, то есть чем больше концентрации будет этого вещества, Sea Foam, тем лучше будет процесс очистки именно топливной системы и камеры сгорания, соответственно, инжектор там прочистится, топливные форсунки и все остальное. Хорошо. А также еще есть Sea Foam, именно распылитель. Вот именно этот распылитель с такой трубочкой полукруглой, она идет в комплекте у него. Именно этот распылитель мы будем распылять во впускную систему воздушную. В рекомендациях сказано, что устанавливать нужно прям сразу перед дроссельной заслонкой. Но ни в коем случае не устанавливайте перед датчиком ДМРВ. Это может его повредить. Мы будем делать все по инструкции. Инструкция говорит нам о том, что нужно прогреть двигатель до рабочей температуры. И делать это обязательно на горячую. В инструкции сказано, чтобы очистить инжектор, топливные форсунки и всю топливную систему в целом, необходимо залить от 30 до 60 литровый бак целый флакон Sea Foam.
прямо в бензобак. Никак противно не пахнет, даже я бы сказал, что пахнет очень приятно. Я почитал про этот сифон, и сказано, что нет там никаких вот таких вот экстра чистящих присадок, которые прям нещадно могут обращаться со всякими прокладками, в том числе резиновыми уплотнителями. Якобы это все сделано также на основе нефтепродуктов. Так, все, порядок. Так, двигатель у нас прогрелся до 83 градусов, думаю, этого достаточно. Здесь даже указано, как именно мы должны заложить вот этот вот носик. Ну что ж, хорошо. Отлично. Приступим. Следующим этапом нам нужно установить вот эту трубочку. Устанавливать мы ее будем сразу непосредственно перед дроссельной заслонкой. Так, аккуратненько снимаем. Угу. Оказалось, что трубочка очень длинная, и сама дроссельная заслонка ее немного закусила. Поэтому сейчас откусим, оставим столько, сколько нам надо. Откусывай рядышком, да. Не-не, чуть-чуть побольше, вот сюда. Сюда? Вот сюда. Давай, кусай здесь, да. Отлично. Теперь берем флакон, встряхиваем и будем распылять. Самое основное, что я понял, что двигатель должен быть горячий, и распыление должно быть на протяжении около 5 минут. То есть, скорее всего, за это время весь флакон и уйдет. И поддерживать нужно будет заведенным двигатель до 2000 оборотов в минуту. В этом мне поможет Макс. Смотри, Макси, заводи двигатель, выжимай тормоз. Ты должен держать их где-то на 2. Медленно, аккуратненько, просто подаешь газ. Хорошо? Начинаем поднимать. Да, жми на газ до 2000. Так, все, 5 минут прошло, двигатель Макси заглушил. Молодец, хорошо справился. Теперь по инструкции мы должны выдержать от 5 до 10 минут. И после этого снова завести двигатель и как следует прогазовать его. Посмотреть, сколько будет еще дыма, а потом, когда он уже пройдет, прокатиться. И прокатиться агрессивно. Для того, чтобы все, что очистилось, все прогорело и как раз уже полностью процесс очистки был завершен. За 5 минут полностью вот весь баллон ушел. Теперь все возвращаем на свои места.
Трубочку я вынимаю. Дым не видел? Сейчас вторая экшн-камера, на которой была сзади, она нам потом покажет. Вау, класс. Тем временем у меня прошло уже 8 минут. Пора заводить двигатель. Я как следует прогазуюсь, а ты поснимай тогда, будет ли там еще дым. Окей? Да. Ты видел это, как она дымила? Уж я-то думал, что мой движок чистый изнутри. Нет, нифига. Смотри, сколько дыма. И сейчас следующим этапом, там сказано, прокатиться агрессивно. Drive aggressively. Так что давай. С резким разгоном, с резким торможением, но безопасно. Ну а как дым, Макс, был? Вонючий, нет? Да. Противно вонючий или такой приятный? Нормальный. Нормальный? Ощущение стопроцентное, что двигатель стал работать мягче. Обязательно в комментариях напишу свое мнение. Ну, да, и ссылочка на этот продукт будет в описании. Поспешите, потому что там, если покупаешь как раз два вот этих средства, получаешь хорошую скидку. Ну, а если вам видео было интересно и познавательно, то обязательно поддержите его большим пальцем кверху, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Перетягин. До новых встреч в эфире и пока!